Часто в своих роликах я рассказываю о важности и преимуществах интервального питания. И многие из вас спрашивают, чем отличается интервальное питание от интервального голодания и что такое интервальное питание. Вообще попробуем эту тему раскрыть в этом ролике. Давайте начнем с того, в чем отличие интервального питания от интервального голодания. Когда мы говорим интервальное голодание, это всегда имеется в виду 4:20, 6:18, 8:16. То есть пищевое окно самое максимальное при интервальном голодании это 8 часов. Может быть меньше, 6, 4, может быть и 2 часа. Или интервальное голодание может быть 2-5, когда мы 2 произвольных дня в неделю голодаем полностью, а 5 дней едим. А интервальное питание это когда в течение 10 часов должен быть завтрак, обед, ужин, а от ужина до завтрака следующего дня должно быть 14 часов без еды. Это более проще выполнять для многих людей вне зависимости от возраста и накопленных разных хронических заболеваний. И еще одна разница в том, что интервальное голодание – это более жесткое воздействие на организм человека. Вводим организм в стрессовое состояние, тем самым активизируем выработку соматотропных гормонов, адренокортикотропных гормонов, кортизола, адреналина, норадреналина и гормоны щитовидной железы, которые активизируют расщепление жиров. А при интервальном питании мы не голодаем, а наоборот даем организму все необходимые продукты питания в нужное время для того, чтобы организм за счет собственных сил поддерживал свое здоровье и баланс. Почему интервальное питание лучше, чем различные диеты? При интервальном питании мы не соблюдаем никакие диеты, но при интервальном питании мы соблюдаем первый, самое главное, режим питания. Согласно циркадному ритму нашего организма. Завтракаем в то время, когда у нас наиболее высокая чувствительность к инсулину. И за завтраком можно какие-то продукты, содержащие углеводы, даже быстрые углеводы. Обедаем тогда, когда у нас пищеварительный огонь находится на пике. И едим тяжело усваиваемые пищи, животные белки, жиры и так далее. И ужинаем в то время, когда у нас наиболее низкая чувствительность к инсулину. Но мы тут выбираем продукты определенные, которые не навредят нам. И еще здесь очень важно, именно на примере ужина можно объяснить, выбираем правильные комбинации продуктов, правильные продукты. Это очень важный момент и с точки зрения тибетской медицины, и с точки зрения правильного питания, сбалансированного питания. Питание же должно быть не только еда, а продукты натуральные, которые содержат в себе все необходимые нашему организму микроэлементы, нутриенты, витамины и различные полезные жиры для нашего организма. Когда я говорю о сочетании продуктов, я не имею в виду, что нельзя есть хлеб с мясом. Здесь более глубокие вопросы рассматриваются. В тибетской медицине выделяют 3 свойства продуктов – горячие, нейтральные и холодные. Оптимальное сочетание продуктов именно по свойствам с точки зрения тибетской медицины дает нашему организму более балансированное питание. Такое питание не нагружает наш организм, не дает резкие всплески уровня глюкозы, не дает повода организму для того, чтобы вырабатывал большое количество инсулина и разных других вредных веществ. И еще одно преимущество интервального питания – это предотвращение скачков уровня глюкозы, что очень хорошо влияет на аппетит. Как вы знаете, что резкие подъемы уровня глюкозы очень сильно повышает аппетит, и все время нам хочется есть. Вот почему люди, которые любят сладости, люди, которые все время перекусывают, едят, они все время хотят есть, потому что они постоянно поднимают резко уровни глюкозы. Поэтому интервальное питание не предполагает никаких перекусов. Перекусы – это зло. Вы должны понимать, что организму достаточно трехразового питания. Нет необходимости перекусов. Что такое перекусы? Это происходит из-за того, что либо вы недостаточно съели тогда, когда вы должны были поесть, например, за завтраком, или у вас отсутствует обед, кто-то по работе не может, поэтому в течение дня постоянно что-то перекусывает. И перекусы становятся привычкой, и человек все время хочет что-то есть. Еще одно преимущество интервального питания в том, что, питаясь согласно циркадному ритму, мы привычки закладываем без борьбы с собой, без стресса. Но
Вам только остается бороться со своими неправильными привычками. Привычками есть на ночь или привычками съесть один банан там в 11 утра между завтраком и обедом. Но даже борьба с вредными привычками будет проще, так как вы будете питаться правильно 3 раза в день. И ваш организм будет получать все необходимые питательные вещества в то время, когда ему нужно. И он не будет испытывать голод. Понимая сложность, с которыми сталкиваются люди при перепрограммировании своего режима питания, я составил трехнедельный курс по интервальному питанию. Как составить правильный режим питания, как питаться так, чтобы не заработать метаболический синдром, а если у вас уже есть метаболический синдром, как от него избавиться, как преодолеть тягу к сладкому и как питание влияет на процессы старения. Также обязательно научу вас правильному сочетанию продуктов по свойствам с точки зрения тибетской медицины. И то, что вы давно просили, я вас услышал, мы будем составлять меню на каждый прием пищи. В течение всех этих 3 недель я буду лично отвечать на все ваши вопросы касательно правильного питания. Курс начинается 13 ноября. Записаться можно по ссылке в описании или в первом прикрепленном комментарии. Буду рад вас видеть. Давайте разберемся, почему нельзя откладывать перепрограммирование своего правильного питания. Потому что чем больше времени идет, тем больше наш организм начинает накапливать. Если у нас есть метаболический синдром, то он развивается и может перейти в какое-нибудь заболевание. Разрушение нашего организма начинается с неправильного питания. Это факт, все об этом знают. И нужно что-то с этим делать. Сахарный диабет 2 типа, повреждение сосудов, сосудистых стенок, что ведет к образованию атеросклеротических бляшек, впоследствии к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, разрушение суставов, снижение иммунитета и иммунодепрессии, аутоиммунные заболевания. И много-много таких заболеваний возникает вследствие неправильного питания. И что странно, именно правильным питанием люди чаще всего и пренебрегают. И главное, запомните, что интервальное питание или правильное питание – это не диета. Будьте здоровы!